Всем салют, ребята. Сейчас причалим, беги к мужикам за подсаком. Он не настолько мягкий. Сюда заходит рыба, вот такой малек. То, что там творится... Дело закрыто. Смотри, какая насяжка. Вот это рыбина. Да, поедешь на рыбалку. Пятерочка, шестерочка, стопудово. Посмотри. О, щука. Раз, два, три. Ну такой, лоховской. Что-то хорошее. Не распробовал. Всем салют, ребята. Мы на самой большой реке Латвии Даугаве. Будем пробовать ловить сама и добывать зверя. Вот. Вот такой вот лагерек у нас. Здесь навесик сделан у Сереги. Место для костра. В тени деревьев. Вот такой газончик. Приятный лагерь. Немножко дров здесь у Сереги заготовлено. Если бы я был совой, я мог бы сделать дупло, и мне не нужна была бы палатка. Или филином. Ну, или филином. Гости у нас в лагере. И тут еще один волк. Слушай, открывай, дождя нет ничего, открывай, все. Так и сделаю сейчас. Василий занялся дровами, но сейчас самая главная задача поймать уклейку. За спину? За живот. Ну это совсем, Вась. Я не знаю, у меня таких крючков на самых маленьких нет. Окуню, конечно, нормально такой живец, но судаку маловат. Василий, тебе осталось поймать сомика, судачка и окушка. Тут уже у тебя лодка, уклейка, красноперка. Фартовый приехал. Портовый приехал. Чуть сомнуть надо было чуть-чуть. Такой как мягкий, ну такой калачик сделай. Лачик сделать. Ага. Чем-то напоминает. Ну, кидай. Но не хотелось бы мять его. Уклеечка, отлично, молодец. 10 живцов нам надо. Я пошел резинки снаряжать. Скидываем лодку, ставим резинку. Более подробно про саму резинку, как она устроена, можно посмотреть вот здесь, в этом видео, вот на этой минуте. Ну что, рыбак, показывай. Как где ребята? Ну красавец, слушай. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Штук 7. А кверху пузом не страшно для судака. Что это, 7? Слушай, Васек, ну может на закате еще несколько поймаешь после резинок? Конечно, что ты. Такой клев. Ну, посмотрим. О, вообще без нагрузки.
Ну, даже как-то неинтересно. Эхолот. Я пока не знаю, какой покупать для этой лодки. Ну, карт-плоттер. Поэтому надо попробовать, как диппер наш справится с этой задачей. Вот такое крепление у нас есть. Сейчас будем ставить, пробовать. Вот так закрепили к борту. И вот он у нас плавает. Такой подвес есть у него. Качалочка. И страховочный шнур. Так, выбираем лодка. Ага, пошло сканирование. Пошел свальчик на глубину 3,5 метра. В принципе, хотелось бы получить больше глубину. Пока выберем широкий луч, побольше чувствительность. Значки рыбы я включать не буду. Цветовая палитра у нас пускай будет вот такая. Ну, в общем, ребят, не знаю, очень мелко. Около 3 метров глубина, рыбы не видно, но будем пробовать ставить здесь. Дальше уже я не могу натянуть резинку, не позволяет. А вторую поставим с мыса. Так, ну что, будем ставить. Вот груз. Потом пошла резинка. Там Василий стравливает леску с карабинами. Аккуратненько опускаем. Вот и все, вот и дно, ребятки. Пока еще есть остатки света, надо быстренько ставить вторую резинку. Глубина здесь маленькая, как показал диппер, здесь 3,5 метра. Здесь много мелочи. Есть надежда на то, что, может быть, ночью подойдет окунь, может быть, подойдет судачок на эту мелочь, может быть, подойдет сомик. Так, но здесь уже другая картина. 45 футов на моем старичке показывает. Соответственно, это порядка 11 метров. Посмотрим, что покажет диппер. Так, ребят, ну вот это уже другое дело. Это мне уже нравится. 14 метров глубина. Вот здесь мы поставим вторую резинку. Все, давайте, времени не теряем. И смотрите, рыба. Рыба. Вот она, рыба. Вот так она, ребята, выглядит. И вот рыба. И вот рыба. Отлично. Так, держи, Василий. Вручаю. Во. Ребят, ну тут рыбы, блин, полно. И вот судя по ширине вот этой полоски, здесь есть крупная рыба. Готово. Смотрите, ребят,
Забыл вытащить зиппер из воды, но ничего не оторвало. Хорошо, что вот привязан на такие случаи. Мало ли он бы оторвался. А веревочка-то она вот. Но старайтесь так не делать, конечно. Это я по-лоховски поступил. Порвалась у нас резинка, блин. Немножко перетянули мы ее, наверное. Либо все-таки, ну, на дне острые камни. То есть не проверим мы на мели ее. Сейчас уже лодку спускать не будем, поэтому пойдем заряжать вторую резинку, которая на мысу. Я думал, это красноперка. Что тоже? Не слабовато зацепил, как живет. Цепляй там тот крючок. Давай потихоньку сравнивай. Взял крючок? Да, конечно. Стравлю еще. Держу. Там один маленький остался должен быть. Сейчас, погоди. А что, ты зажал ее? Да. Отжимай. Отжимай. Еще до конца почти. И через палку сделай. О. Сейчас главное быстро не отпускать, Вась, чтобы не перекрутились поводки. Красота. А что за модель спиннинга? Я все разобрать не могу. Что ты говоришь? Что за модель спиннинга? Я все не могу разобрать. Это Япония Это, или американский? это как бы некоторые предпочитают спиннинги из красного дерева. Я предпочитаю спиннинги Из ореха. благородного ореха, произрастающего только здесь. То есть это латвийский, местного производства, Местный, да, местный. да? Ну, я как бы... Ну, причем ручная работа. Не, мне очень нравится, потому что я обычно, когда закидываю, у меня леска за последнее колечко цепляется. Да, здесь нет. А тут вот колечко то, что надо мне. Вот как бы могу спокойно этой жердиной махать в разные стороны. Некоторые натягивают здесь резинку и закидывают блесны методом Тыка. рогатки. Ну, Рогатки. да, и если что, как бы сразу подтянул поближе. С ним хорошо подсак не нужен. Да. Ты подтянул поближе и рогатиной раз за жабры и Да. подтянул на берег. Это именно для этого. Да. Для этого только рогатина, а ты видишь, как бы спиннинг А где брал? сделан таким образом, чтобы рогатину каждый мог заточить себе сам. А это какой-то спецовый магазин или что? Нет, это нашего производства, я сам делал лично. Да? Крафтовый спиннинг, да. Ой. Будем ждать поклевку. Старая резинка. Понятно, что не жизнь, но она как жена. Может, где и хромает. Ну что тебе? Не топить же ее. Достанем, подмотаем, подвяжем, подмажем. Закинем поближе, чтобы натяжка меньше была. Кормушки будут у нас тяжелые. Подальше забросить, поэтому поставим кончики с более мощным тестом.
Комбикорм рыбий. Вот такая прикормка на леща. Красненькая. Пахнет карамелькой. Комбикорм очень много воды берет. Еще есть охота. Не ели нифига. Это суете пока. Нормально можно дохляка ставить. И сомика. Сейчас. Тебя парыша пожирнее да погуще? Два. Все, закрывай. Ты только одного взял. Два. Это видать как яйцо с двумя желтками. Леску 0,18 поставил. И крючок 8 номер. По японской. Японский крючок? Ну, Из одного крючка может клевать уже. поднимешь ведро? Могу. Хорошая. Вкусняха. Ну, прикормка незамысловатая. Печенье с этим, со сгущенным молоком. Это лещевый заброс. Для активного пользования. Лова. Как это будет работать? Просто светиться будет. Когда клев пойдет? Посмотри, как шнурка натянута, Вась. Вот это. Может быть, летучая мышь. А может, ять. Ну, там на моих езей что-то должно было быть? Или вообще ничего? Пусто? Да, но кто-то был, потому что колокольчик, веревка натянута. Может, ящик убегал мой? Надо будет веревку не привязывать больше. Она могла спугнуть. Такс. А этот не покусанный? Не, не покусанный. Держи. Отходи чуть-чуть туда. О, прыгает. Да. Этот даже живой. Отходи, отходи. Ага. Он побитый немножко. Но живой. Давай, отпускаем назад потихоньку. Хорошо живец работает, Вась, смотри. Глянь, что делается. Глянь. Это хорошо. Это чем лучше работает живец, тем больше шансов, что судак возьмет. Ну так и в жизни, в принципе. Смотри, как тут было. А, в принципе, вот так. Вот, это у меня. Взял. Так? Конечно, в лодку брать ее неудобно.
Ну, всей сплавной бандой можно в ней жить. Да. Не, ну здрасте, пожалуйста, только собрался заголить черенок. Закрывай, Комаров. Слушай, ну тут квартира у нас, Вась. Ну, это да. Как-то ты подгадываешь. Ну вот у нас есть выход сразу к столу. Вот тот. Который? Вот тот. А, так подожди. А здесь В принципе, выход к костру. В принципе, может быть, удобнее пользоваться тогда этим выходом, а тем и здесь кровать стелить. Ну этот закрывай тогда, да. К лодке подходить не надо, только если немцы нападут. Но сейчас не 4 утра, опасаться нечего. И для телефонов, и для всего прочего. Москитку только. Это открываем, москитку оставляем. Тогда надо сделать как бы, ну, как надо, вот. Ну, сделай. Слушай, Сань, Ну, вот ты часто ездишь по рыбалкам, там, туда-сюда, да? Ну, там, палатки, вот, как бы, отдых. Но эта палатка как бы простаивала немножко. И сейчас вот в таком вот лагере, сейчас разожжем костер. В принципе. Смотри, здесь еще у нас это есть. Да, органайзеры. В принципе. Здесь же можно, смотри, Вась. Если сейчас раз, буржуечку ставишь. Поджечь костер, да? Ну, И надо заказывать проституток. А иначе зачем я оказался в таком доме? что ты? Как бы, так Подметай сказать, пол. все шелковое. Специальный сплав карбона, С текстолитом. который стелится. Он не настолько мягкий. В этот раз Александр не послушался меня и все-таки взял подушки, чтобы Васька больше не спал на бутылке из-под минералки. Ну, Всё, порядочек. ребята, это не палатка. Мы остаемся здесь месяца на 2, судя по всему. Коротенькая рыбалка, видео будет часов на 160. Мелкой рыбы у берега очень много. Это жерех. И окушки маленькие. Никого тут только нету. Жерешки. И в реке то и дело какие-то всплески постоянно. А клёва нету пока. Сегодня у нас в меню рыбный чеснок, рыбная колбаса и рыбный хлеб. Ну что, сделали много, подкопали берег, резинку зарядили, домки зарядили. К утру все готово, к утреннему клеву. Осталось утро дождаться.
Да? есть. Ну-ка, 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 показывай. Ах Нет. ты, блин. На самом деле уклейка не откусана. Просто грузик тяжелый. Ну что, доброе утро. Спали мы сегодня долго, потому что сидели до рассвета. Ничего на рассвете не клевало. Но вот сейчас искупались, вытащили подлещика. Сидел в заглот. Не макарошки, мечта. Бантики. Скинули молотку и переставили резинки на мыс. Посмотрим, Поехали! как выглядят
как выглядят скалы и обрывы. Вот наш лагерь с Костяном. Вот там, где береза, беседка стояла раньше. Ну, такой домик браконьерский. Вот посмотрите, какая здесь ступенька. Березы вон свисают балконом. И здесь мы купались. Ну, в принципе, вот тут ногами стояли, что вода была до травы. Лодку вот так проковали к траве. Здесь вот стоишь и глубина по горло. А здесь 15 футов и 5 метров глубины сейчас под нами. В принципе, можно вот прямо от березы нырять. Или вот там с мыса, со скалы. Там у меня резинки стояли. И вот как идет вот бровка, там на 5 метрах есть такой столик. И вот на этом столике стояла резинка. И просто шикарно брал судак. Тогда за ночь 5 штук поймал. А вот наш островок, на котором мы с Костяном жили и с Севером. Вот старая замковая стена. Обычно она частично в воде, а сейчас вот видно всю стену. Замок был почти на весь остров. А там наш лагерь. Надо посмотреть, как он сейчас выглядит. Вот там наш лагерь. Вон стол стоит. Столик стоит там. И береза растет. А глубина здесь 3 метра, и на пригорке рыба стоит. А еще здесь прохладнее вода, и она не цветет, в отличие от нашего лагеря нынешнего. О, щука! Это, Вась, тоже остров. Вот это. Большой, там даже эстрада есть. Там где палатка стоит? Да, что-то там есть такое. Корни деревьев, которые росли до затопления. Похоже, дубы. Еще один остров решили посетить, посмотреть. Посмотреть, как он выглядит, когда нет воды. Заливчик здесь. Здесь на острове озерцо было. И сейчас вот что осталось от озерца. Полностью высохло. И вот эстрада. Старый дуб. Смотри, Вась, сколько дупол. Ну, старый дуб, в нем дупло. И вот тут написано. Ну что тут было? Праздники песен проводили. Эстрада, это я видел уже. Да. У тебя на видосе. Да. А тут ну, озеро. Не очень-то глубокое, но может заходить какая-то рыба сюда. Ну вон ясь лежит. Ну точно, окаменелый уже. Ну, так, разве что посмотрели, что глубина в озере может быть 1,20 м при нормальной воде. Вряд ли сюда рыба какая-то, вряд ли там особо какая-то рыба любит тусить. Кошельки, цепочки не валяются. Поедем дальше смотреть по лагерям. Может, что обнаружим? Угу. Может, на бензин подколдырим.
60 лет эти корни под водой находятся. Я думаю, что из этих корней они сейчас настолько твердые стали, мореные, не? Ну. И смотри, даже тонкие части не сгнили. 100% дуб. Похож на зуб, из которого пломба вывалилась. Да. Вот так выглядят обмелевшие заводи Лепколна. Сейчас заплываем в заводе. И на всякий случай на электромоторе, потому что тут можно запросто винтом дать по камням. Сплошные рифы. Рельеф такой интересный. Вон там какие-то горки, шишки. Какой же, ребят, вечер красивый. Будем закармливать. Вася, смотри. Резинка, слышал? Смотри, какая натяжка. Смотри, какая натяжка на резинке. Ну что, доставать надо? Это не надо. Рыбку съела, Вась. Да? Да. Всех рыбок Вась съела. А, ну на, он что, сумасшедший, что ли? Да. Ну на, как раз 3. Офигеть. Ну и позвонила, слышал как? Красноперочку отпускаем. Красноперка? Да. Вон там вдали выскочил. Вот если всплеск близко к берегу, то есть шанс на всплеск кинуть и на попера жереха взять. Часто такое бывает. Важно успеть сразу после всплеска забросить. Точно в цель. Начинает жерех вовсю колотить, да, Вась? И спиннинг все время на дежурстве должен стоять. А мы потихоньку закармливаем. Закармливаем дистанцию.
Ну что, закормили. Делаем первый вечерний заброс. Резинки заряжены живцом. Уже была одна поклевка на резинку. Сейчас будем ждать донки. Будем сидеть ждать. Надо еще пару дровин принести. Там вон есть прибитые плавни. Ну, будем сидеть сегодня здесь ловить. Сейчас Василий еще живца подловит немножко, чтобы у нас было что на резинке ставить. Вот. На резинках заряжены рыбки на двух. На донках на одной белый опарыш стоит. На второй стоит бутерброд, опарыш и красный червяк. Ну, посмотрим, что из этого выйдет сегодня вечером. Вчера там в заливе ничего хорошего не было. Подлещик под утро взял. А здесь на мысу мы будем проверять сегодня, какой клев будет. Вот на ту резинку сейчас такая поклевка была. Мощная. Раз, два, три раза дернула. Но пока больше. Пока молчит. Ждем дальше. 10 часов вечера. Начало лова, можно сказать. Ну кто-то трогал этого живца. Не, пусто? Ну, похоже, да. Пришли в лагерь, принесли там лишние вещи и заварить чайку. Пойдем обратно сейчас сидеть на донке, но уже с тормозком у костерка. Ну, правда, я не чай заваривал, цикорий. Вот. Он как бы вроде не кофе, но в то же время спать не хочется. И такой бодрящий, тонизирующий напиточек. Вот. Колбаски взяли с собой, там будем бутики сейчас кушать, сидеть. Хороша чертовка. Что это? Так. Я облился кипятком.
Ну что, сидит? Не. Не? А на карасика нифига, да? Нифига, и на червяка тоже не очень. А вот на печенку все время берет. Я возьму у тебя 3 карасика. О, слышал? Червяки, вот сейчас червяки брала. Червики, да? Да. Вот, дергает. Печенка целая, да? Да. Не, обожра. Не, целая. Ну, пожавканная, пожавканная. Да. Это пока замолчала. Замолчала, да. Да. Тут червик. Ну, тут червиков много, так что пусть они, если будут дергать, пусть дергают. Катушка у тебя морская, да? Как на камбалу. Мы с такими на камбалу мы ездим. Да? Я купил с ними меньше крутить надо, меньше Да, это. да, да, да. Знаешь, когда на лодке вытягиваешь, легче Да, все-таки да, да. с ними, да. Да, да, конечно. А тут меньше это вращать, да. У меня тоже такие катушки стоят. Ага. Да не самые дешевые. Да, 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 да. Нормально работают. Не, они у меня 3-й год, Да. не жалуюсь. Мясорубка. Угу. Ой, прям какие карасики. Да. Василий, Это долговские. вот хорошо. Ну, спасибо. Да, что мне жалко. Спасибо. Ну, какая-то жизнь все-таки есть. Вася. Натягивает леску, видишь? Ставим карасика, которого нам любезнейше предоставили наши соседи. Правда, нам дедушка сказал, что лучше все-таки на бровке ловить. Но у нас все-таки резинки тоже трогало пару раз. Подлещичка. Густеринку оставляем. Пока что что-то как-то маленько глуховато. Вот, потрясывает. Это карасик кипишует. Ты можешь не усердствовать, там дальше кресланы двигать некуда на камне. Живой еще что ли? Да. А как? Что? Держи, сходи давай. Держи. Слушай, странно, сильно рыбки не покоцанные, непонятно, кого атаковали. Все живые рыбки.
А вчера мы просто перетянули резинки. Ну дай-ка цикория попробуй. Давайте я налью еще. Горячего? Ну ладно. Не, ну там есть еще. Давай я налью, подержи кружку. Не, ну тут есть еще. Она подостыла маленько. Подостыл, потому что я не хочу кипяток. Цикорий. Бодрость и сила духа. Интересный букет. Что ты? Попей. Благодарю. Тепленького. Это же цикорий. Ну, горячую кружку правильно держать в левой руке. Держи. Жестко. Мы не любим шуметь. Хлеб беру, пряники, молоко. Понимаешь, это важно. Кушать нормальную еду, а не эту химию. С утра халву с молоком навернул, и вообще кайф. Очень вкусно. Я знаю, что UFC-шники эту химию жрут, читас всякие и прочую хрень, и ходят как стручки сраные. Слушай, Вася, я уже думал, мы неудачники. В честь чего это произошло? Ну, сделали все, поставили резинки, поставили живца, наловили. Домки Ну, утонула лодка. Чего тут? Все как надо, глубина рыбы показывает очень много выхолот. Ну, у мужиков, ну, вот на бровке то же самое, у них тоже нифига нет. Нет. Слушай, единственное, что мы не пробовали делать, это горящие дрова кидать в воду. Искры пойдут и наверх всплывут, да? Не, они по дну искры расстелятся. И у нас дно будет вообще как на ладони. С подсветкой. Мы даже будем рыбу видеть. Даже своих мальков. Своего рода дискотеку им там сделаем. Тут скучают там бедолаги. И провис, по-моему. Будто кто-то хватанул их, пытался сорвать, знаешь. Может, окунь? Да. Спят мужики. Ну ты, мы спать пойдем. Погодой на завтра непонятно тоже что. Небо подзатянуло. Поглядим завтра. Вот, друзья, мы, как и обещали, дошли все-таки до палатки. Живые. 6 дней в дороге. Наперевес с рюкзаком и одной бутылкой минералки. Все живы, здоровы. Живы и здоровы.
ты? На рыбалку поедешь? Да? Поедешь на рыбалку? Рыбы нету. Мы такие рыбаки. Не очень удачные. Ну что, ребят, доброе утро. Сначала было солнышко. Пока завтракали, уже и дождик. Приходили к нам соседи из лагеря, которые на Сома сидели. Они ничего не поймали. Хотя как бы знают, что делают. Может быть, из-за грядущей перемены погоды не клевало ничего, непонятно. Но он пришел, сказал, что у нас вовсю колокольчик на резинке дергался. Прям очень дергался. Ну, будем спускать лодку и поедем. Смотреть, может, кто и сидит. По крайней мере, есть какая-то надежда. Одеваем дождевики. Вот, потому что дождь нас не остановит. Может быть, это хорошо будет для рыбы. И поедем на троллинг. Но предварительно поедем, снимем резинки, чтобы не оставлять их без нашего присутствия в лагере. Так что посмотрим, что будет сегодня. Сегодня ночью мы уже сидеть не будем. Но будем сидеть у костра, но ловить не будем. Потому что 2 ночи. Первую до 6 утра отсидели, вторую до 4 часов утра. И в заводе ловили, и на косе ловили. Нифига. И у мужиков нифига. Хотя они завозили прямо на русловую кромку своих карасиков, червей, печень. Дергало, но ничего не поймали. Ну что, погнали резинки проверять, ребята. Слушай, он ее вон откуда протащил. Ну? Поздновато, Вась, наверное, получилось. Да? Да. Пусто? Да. Мало того, что пусто, резинка оторвана. А, вот так получилось? Так случилось. Надо ехать на лодке. Да, ту сторону. Ту часть, которая с резинкой пробовалась. Тут было что-то крупное, 100 пудов. Ну, такую леску 0,4 оторвать. Начался дождь, пошел непонятный жор. Смотри, что делает. А ну? Ага, Кто там? Краб? сомик. Или краб? Нет. Может, это байкальский Вот, краб? смотри как. Ух ты. Ну? Что? Ух ты, ё-моё, какой лещ, Васька. Вот это дело. На выползках. Вот это да. Это жаренка. Вот он дождик, Вась. Это кто? Это Байкальский карась? Ну, можешь отойди подальше от воды. С твоей удачей сегодня как бы только в воде.
Ну вот сразу в костер кидай его. Ну, скажи что-нибудь. Красавчик, Что не? ты ощутил? А что у него с губами? Он курил много. Похож на это. Как будто бы он на трассе разбойником работал. Блин. Вот это да. Вот это да. У него утиные губы. Давайте на фоне воды сфоткаю, а то скажет, что в магазине стоял. Вот это рыбина. О, красота. Утащено в берег, Вась. В тот берег, где мужики. Ага, что-то есть, похоже. Есть, здоровая. Саня, мы молодцы, да? Подсаков у нас полная гора. Мы сейчас к берегу будем подходить, Вась. Только к берегу. Вася, что-то реальное. Офигеть! Резинку, блин, может порвать. Офигеть, Васек. Ой, блин, как утягивает. Резинку не порви. Не порву. Подсака нет, Сань. Что? И на берегу здесь нету. К мужикам беги. Ну, Сейчас причалим, беги к мужикам за подсаком. Это крупная рыба, Вась. О, как тянет. А Вася мастодонт. да? Да. Ага. Парень. Вот ты где. Сейчас дай. Ух ты, блин. Василий. Ох, не могу поднять. Что? Ну так Отойди. куда? Фу, неси к берегу. Подальше от воды. Так что мы, на троллинг или на резинке будем продолжать? Что-то как-то... Фу, Стрельнул этот берег сегодня. стрельнул. Ну куда его положу пока? Ну такой. Лоховской. Лоховской, не лоховской, Вась. Блять. Пятерочка, шестерочка, стопудово. Посмотри. Пидорас, блять, оборвал все. Фу. Ой, ребят, ну не зря мы все-таки делали ставку на разные глубины. Все-таки не обязательно на бровку завозить. Все-таки сегодня не бровка работала, сегодня работал стол с 13-метровой глубиной. Кстати, взял на карасика, который нам ребята подогнали, соседи. Продолжаем рыбалку, господа. Слушай, хорошо, что не поленились, перевязали ее, переставили, да? Вот такого размера крючок. И толстый кевларовый шнур. Хороший карабинчик и тройничок. А тут стояла 0,4 основная леска. И вот как он ее разогнул. Вась, посмотри. Он бананом стал. Тройничок бананом стал. То есть он там бился капитально. Ну блин, утащил палку даже с берега. И видите, какое дело, ребят. Сработала не та резинка, которая стоит в русло, а та, которая идет по бровке, которая идет по бровке залива. Вот такие дела. А лещ как раз взял в стороне русла. Причем без кормушки. Стоял выползок. Я думал, там рассчитывал на небольшого сомика, а в итоге большой лещ.
Ребятишек в лагерь. Так, ну что, ребят, приплыли мы в лагерь, а здесь у нас приключения. Что-то, Вася, не чувствую, да. Но колокольчик же бился. А, нет, тянет ко дну. Что-то есть. Что-то есть, Вась. А, судачок. Да, слушай, на карасика. Вот мне, наверное, тоже такой там очень легкий. И потом сухой. Ну вот и весь улов, слушай. Ну, карасик живой. Заряжаем снова. Ну, этот кабан. Ну, как по мне, то это майский, который отнерестился в мае. Я думаю, да. Ну что, парняга, Лаки. повезло тебе. Пойдешь? Ну, судаки вообще моментом, да. Гибнут В моментом, теплой воде. Да, и моментом гибнут. Жабрами шевелят. Так, проверяем вторую донку. Не. Посмотрим, хоть съела, не съела, обожрала, не обожрала. Не, даже не обожрала, представляешь? Там стоял опарыш. Да, опарыша вообще не тронула. А там на красного? Сработал, да, не просто красный, выползок стоял. Ну вот на такую вот красоту лещи взял. Ну, с таким грузиком. И тут из плетеночки поводок у меня сделан. Никогда не рыбачили? Понятно. Хотите, я вас приглашу когда-нибудь? Интересно, вот там есть что, но там только так. Если я звоню, надо приехать сразу. Там примерно будет 3-4 дня, но там штуки будут такие по 7-9 килограмм. Это раз в неделя есть, и на этом все. Октябрь? Ну, это когда, как от погоды зависит. Ну, с похолоданиями. Ну да, Да, как да. похолодание, да. Давай, конечно. Туда заходит рыба, ну, вот такой малек. То, что там творится, только не надо говорить, где это. Не, Да? ну что, ребят, к троллингу готовы. Заедем к соседям в лагерь. Поблагодарим за карасиков. Обменяемся номерами телефонов. Приглашают на рыбалочку нас осенью на одно местечко интересное. Ну, навес такой основательный у вас Он тут. собирался конкретно все делать, понимаешь, да? Но у него, я не знаю, почему не получилось это. У него здесь было все выпилено. Вот этих кустов, всех кустов здесь не было, здесь поляна была чистая. Да, Это все красота. заросло. Ну, тут если немного... Ну, тут, с другой стороны, зачем здесь для донок делать, если здесь не доночное место нет, по высокой воде? Да, вообще на донке здесь делать. Вот в этом месте нечего делать. Все на угол туда надо. Здесь единственное было бы хорошо, если бы у него было здесь сделать для лодочек слив, потому Да. что как лагерь неплохой, его не Да, видно да, с воды. Да. Такой хороший. Даже этот навес не видно. Не видно. Это заросшие с кустами Да, не да. видно. Ладненько, спасибо вам Да, большое. Да. Телефонами обменялись. Всё, Все.
Вась, что дождь пошел? Нет, мне кажется, что мне за шиворот в этом костюме затекает. А, да? А так, ничего страшного. Ну, главное, чтобы до жопы не дотекло. Ладно, ребят, камеру пока что уберу. Поедем на точку. Начнем троллить, выйдем в эфир. Погнали. Ну что, снасти закинуты. Воблера покажу тогда, когда вытащу рыбу. Начинаем троллинг. Ты готов, Василий? Я не могу говорить. У тебя промокли губы, разбухли? Обмякли. Глубина 12 метров. Сейчас будем выходить на глубину 9 метров и пока обрабатывать ее. На место ставлю. Нет, 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 на нос положи. Блесну зацепи. Нет, зацеп. Похоже, все-таки зацеп. Вытаскиваешь? На, или там трава. Ну, ничего себе, Вась. Смотри, Ну это не трофейная, по-моему. не трофейная, нет. Вытаскивает твой спиннинг? Не зацепится? Вытаскивай, да. Смотри, она как на какого окуня маленького хватанула, да? Оба! Малышка-щучка. Пускай подрастает. Дождик чуть слабее стал идти, но все равно. Ух, немножко даже подмерзаю. Как ты, Вась? Так же. О, цикорий. Подмерз? Нет, просто цикорий горячий. А я такой холодный. Ну, пока что-то ничего, ребят. Кроме одной щучки. Поехали посмотрим, как замок выглядит при такой низкой воде. А вот там за замком, он стоит на мысе, этот замок. И там за замком речуха. Зайдем немножко в эту речуху. Пройдем, посмотрим, что там. В плане рыбы и как она выглядит, когда вода сброшена. Вот такой, ребят, замок. Фундамент тоже, конечно, в советское время укрепляли. Вот этот бетонный, ровный, потому что раньше замок стоял чисто вот на доломитной скале. То есть фундамента у него не было. Скала и являлась фундаментом. Вон там пушка. Очень много этому лет замку. Стены толщиной больше 2,5 метров. Ну что, попробуем потроллить в речке. По крайней мере, здесь нету ветра, да, Вась? Хочется немножко согреться. Я-то задубел, блин, как собака. А как ты? Это я не киваю головой. Это у тебя тряска?
А, кто это? Кто? К Сашке в гости. Не надо, небольшая, что-то небольшое. Щучка, наверное. Надо же, блин, на самого большого воблера берет. Щука. Ну, Василий. Отлично. Ужин. Видишь? Серьезно. Нет? Ну вот и жареха. Это уже зачетная. Не крупная, конечно, но на жареху пойдет. У меня просто рыбка не работает. Можешь посмотреть? Не. Ну типа подсунул там. Пока плыли, пока троллили, заметили здесь по береговой бровке жерех котлы собирает. Надо попробовать обловить. Да, лес контянулся, раз, можешь вот так, смотри, раз, видишь, лево, вправо. Просто катушка тоже по полоборота. На каждый дерг, видишь, полоборота катушки идет. Не знаю, что там. Пока включи нейтралку. Ух ты, ничего себе. Включи нейтралку, Вась. Рыба. Заглуши двигатель, Вась. Подсак нужен? Не, подсак не нужен. Сейчас вытащить на это, на наши, на остальные. Что-то небольшое. Это не нужен. Не. Да. Слушай, что-то это блесна так щукам нравится, да? А у тебя второй рыба нету? Нет, такой нету. Не маловато? Сейчас померим. Где рулетка? Здесь? Нет. А? Не здесь. Открой-ка тут эту штуку. Да. Эту? Да, открой. Ну. Вон рулетка. Вот рулетка. Для тебя что, слепой, что ли? Вот. Полтовый. Ну что, Васек, ты тоже захотел на окуня, да? Да. Давай, Поставлю пробуй. окуня. Сегодня окуня, щука ест. Дождик кончился, благодать. Тишь, гладь на реке. Кончик играет. Очень неплохо согрелись даже. В принципе, стало гораздо теплее. Щучки поклевывают. Ну, небольшие, конечно, но поклевывают. Приедем в лагерь, взвесим леща. Сосед наш, дедушка, сказал, что 2200. Я говорю, кило 800. Леща придется сегодня нам приготовить, потому что лещ помер. А сом нет, сом живой. Сама повезем в Ригу. Что-то серьезное, Василий. Пытай ее пока, пытай. Пытаю.
Что-то хорошее. На сомика похоже, Вась. Ну, слушай, леща за бок, что ли, я цепанул. Ага. Леща? Я кого-то забагрил. Сейчас, За бок. А, ничего себе, ты представляешь, я думал, почему такая что-то здоровенная. Это знаешь что? Смотри. Щуку за хребет поймал. Да нет, этот подсак не нужен. Не нужен? Это же надо так, а? Вот не повезло ей, слушай. Щука щуку поймала. Давай чуть леску ослаблю. Подожди. Дам тебе. Вот это неудача. Дождик кончился, можно и диппер включить. Будем смотреть по двум приборам. По древнему допотопному 3D матриксу и по дипперу. Вон он там плавает. Как тут резко дно делает перепады. Русло, которое было здесь всегда. Вот, смотрите, 15 метров уже глубина. А вон, смотри, Вась. Какой-то крупняк. Причем на глубине примерно наших воблеров. Вот. И этот эхолот показывает. Что, Василий? Налей, может, еще чайку? Чаек у тебя? Потеплело, хорошо. Шоколадка у нас еще была, помнишь? Да. Достанешь? Вот там чего, да? Достанешь? Ну тогда доливай полную кружку шоколадкой разведи. О, красота. Шоколадочка заходит. Поедем жарить рыбу. Есть охота, блин, просто жесть. Пока ехали на обратном пути, хотел показать вам эту так называемую стеночку. Мы тут периодически троллим. Тут около этой стеночки сом попадается и судак. Вот, посмотрите, какая отвесная. То есть, когда вода нормальная, вот этот светлый доломит над водой, а темный под водой. И идешь по эхолоту и показывает прям метр от берега, показывает 9-метровую глубину. Смотрите, солнышко вышло. Погодка наладилась. Не хотелось бы, да, чтобы обрушилась эта скала. Местами, наверное, метров 6 высота. Вот на этой полочке судак делает нерестовые гнезда и до середины мая здесь на гнездах стоит, охраняет. Я думал, просто здесь протроллим сегодня. Неохота рисковать.
Ну, блин, ребят, смотрите, щука. Смотрите, щука 56 сантиметров. Сколько лещ этот весит? Давайте проверим. Дедушка сказал 2200. Я думал кило 800. Блин, нифига себе он точный. Дедушка сказал 2200. По факту 2360. Вот такой вот хороший. Судак, кстати, хотели его отпустить 46 сантиметров. Вроде как зачет, но у нас рыбы хватает. Пытались, он как-то вверх брюхом плавничками шевелит. Ну, в общем, не удалось нам, к сожалению, судака отпустить. Ну что, Вася хотел рыбки домой привезти. Я батьке сама отвезу. Вася леща возьмет. Щучку возьмет. Судачка и щучку пожарим сегодня, съедим. Судака жарим. И по щучке забираем. По щучке забираем. Или старушка. Не знаю уж, как это называть. Ну, куда? Чего ты? Чего ты ругаешься? Есть хочешь? А у нас и нечего дать даже, да? Боится штатива. А, А ты лук будешь целиком? давай, Вот. я налью. Целиком луковицу будешь ложить? Конечно, только так. А почему туда нельзя было целиком картошку положить? Завтра хитреца ухи погрели бы. Покушали бы. Ухи с утреца, представляешь? Картошку, Вась, надо позже закидывать. Пускай она сначала сварится. Это ты мне как повар повару говоришь сейчас? Как повар повару. Повар спрашивает повара. А картошечку потом закинем. А Ой. перчика сразу. Что ты? Мы голову, когда выберем отсюда, А майонез туда надо лить? Сразу? не. Мы когда голову оттуда выберем, вот тогда и картошку закинем. Зачем нам картошку с головами варить? Выберем лук, головы и сварим картоху. Ну, тут Пошли ты на профессионал. огонь ставить. Ага. Ну что, снова в путь. Которая И ты сейчас прям готовить будешь? да. А что за пижонство? Ну, почему на природе ты готовишь на газовой горелке? Чтобы не тратить время, пока уха варится, мы с тобой уже пожарим рыбу, и она будет в сковородке тепленькая под крышкой лежать. А если пойду, тогда что?
Рыбка очень вкусно, бусики. Вот теперь крышечкой и выключаем газ. Пускай настаивается. Это у нас суки. Но чурка колется помаленьку. Сейчас надо будет рыбу выбрать и картошку засунуть. Да. Я думаю, что мы так и поступим. А, как удобно, ракурс встал. В принципе, неплохо. Еще поварить надо, Вася. Да, тогда уха готова. Ну что, Василий, будешь щечки есть? И щечки, и животики. Рыба — это наше все. О, лещевая голова, смотри. Ой, что ты, это мясо 20 килограмм. Могу парочку? Можешь. А то по одной, по одной. Как пельмени. Да. О. Осталось. Закинем в мешок. Щека судака немножко теплая. Может быть, из-за того, что она только что была сварена. Страшно было бы представить, если бы мою щеку кто-то с таким же удовольствием ел. Вот ты прям охотник за головами. Фартовый в деле. Берешь вот так вот. Чик. Прямо масло. Угу. Блин, посмотри, какой наваристый. Да, там лишь психовал. Сейчас картошечку эту надо подавить. Вася сразу миску взял. О, бабочка ко мне прилетела. Спасибо Благодарю. за свой бульон. Это
Картошечка, ложку брал, вот картошка молоденькая. Там есть еще ложки. Вась. У тебя же черпачок есть великий. Но этим черпачком картошку давить не очень. Я весь день не ел, чтобы вот это вот поесть. А я весь день не ел, потому что больше ничего не было. Ой, что? Василий, слушай, а что ты судачка возьми? А где ты видишь судака? А если ты хочешь судака, то возьми. Это у него вот это разрезано было? Вот судак. Вот этот. Вот. Судак, он больше раскрывается, когда жаришь. И вот судак. Ой, что ты. Сейчас много комментариев не ждите от меня, потому что я ем рыбу. I ем рыбу. После того, как целый день ловил. Бензин кончался на лодке. Плыви до заправки, что тут доплыть? Действительно. Пару километров. Он такой вкусный. Может быть, издолжал. Он даугавский. Вкусный судак. Лучше старых двух окуней. В детстве я думал, что судак вообще не хищная рыба. Потому что он... Типа не может быть такой вкусный хищный? Да, у него костей нету, как бы только хребет один. Это вот полужелатин такой плавает. Ну, как бы поймали. А потом узнал, что он хищник, оказывается. Что он жрет других рыб. Вот такой он. Вообще серьезный парень. Прикинь, заливчика. Семейка карасиков выплывает Ну, из-за угла. а у них все там по ништяку, как бы вот проснулись утром. Воскресенье. Ну, думают, пойдем-ка на променадик сходим. Мгм. Идут всей семьей. В церковь. Ну, например, идут судак из-за угла выплывает, и полсемьи сожрал и унесся также на такой скорости. У них же не будет таких там разбирательств. Они даже похоронить его не могут. Ну да, все. Он их сожрал. Унесли, как бы, да. Следователь не будет ходить там по другим маленьким карасикам, Мгм. спрашивать, не выслеживал ли он, там, видели ли, кто его на районе. Там дело будет, да. Кого он сожрал? Да, вопрос один. Кого он сажал? Карася? Дело закрыто. Берем огурец и режем его пополам вместе с пальцами. И теперь медленно поливаем вот так вот узорчато. Вот так. Ага. Так, здесь 2 унции не хватает. Ну что, пробуем, что из этого получилось. Не распробовал. Подзатяни. А как? Этот живой. Пошел. Привет.
все под блоком. Ну что, Василий, что ты можешь сказать об этой рыбалке? Дерьмо, блин. Понравилось ли тебе? Отличная рыбалка. Отличная. Земной счет 3 недели. Казан драить нечем. Рыбалка очень. Ну, Вась, я тебе так скажу. Эталон чистоты казана. Это, в принципе, если у тебя он на голову оденется и не будет соскальзывать, а это значит, все в порядке. Ну вот и пришло последнее утро, воскресенье. Собираемся и отправляемся в Ригу. По дороге заедем на заправочку, возьмем капучино. Ухи поели сейчас, рыбки жареной со вчерашнего осталось. Вот такая река Даугава, интересная. Может не клевать несколько дней, а потом за один день будет такой клев, что рыбу девать будет некуда. И вот дедушка, с которым мы познакомились, тоже это подтвердил. Говорит, бывает день, 2, 3, 4, глухо вообще. Черви на донках не тронуты. А потом 15 самов. Такая загадочная река. Вот и мы. 2 дня ничего. А на 3-й и сомик, и лещ, и щучки, и судачок. Но нет никакого сигнала, который загорелся бы, типа, все, сегодня клюет, идите ловите. Поэтому надо, сколько ты здесь живешь, все дни нужно закидывать донки, прикармливать точки, пытаться что-то сделать. А иначе в тот момент, если опустить руки, то как раз таки в тот день, когда будет клевать, ты уже не будешь ловить. Спасибо всем, кто смотрел этот видос. Всем пока.